Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, приветствую вас, друзья. На данный момент у нас самый такой максимально классный день, потому как у нас за окном солнце, у нас весна, там поют птички, горобцы хекают, асфальт репает, жара неможливая просто-напросто. Итак, ну что у нас по биточку? У нас пузырь просто огромнейший. Огромный пузырь такой, что просто в экран не влазит. Но фишка в том, что сейчас у нас настроение на рынке сменилось. Сменилось оно очень сильно. И все думают то, что медвежка. Но для начала нужно, наверное, нам тут исправить некую такую вот проблему. Без подписки 55% зрителей смотрят мой контент. Что это такое, друзья? Давайте здесь сменим вот эти вот два движка. Нам нужно сделать, чтобы максимально было с подпиской, ну и минимально без подписки. Вам это не составит труда, а мне будет очень приятно. Итак, вчера мы пообщались с Дофой. Есть такой криптоблогер тоже, Дофа Трейдинг. Мы с ним, я думаю, что скинтовались уже и будем, конечно же, проводить разные криптосплетни. У Грини есть криптогон, а мы будем делать разные криптосплетни. Я думаю, что вам понравится. Будем проводить какие-то стримы, обсуждать рынок. Каждый, конечно же, выскажет свое мнение. Может, конечно же, вам понравится. Посмотрим, как это все дело будет у нас продвигаться. Но оно по-любому будет продвигаться, потому как мы с ним уже имеем связь. И, в принципе, находимся практически в том самом месте, где и я живу. Там он тоже живет. И будем, в принципе, заниматься, разбирать рынок. Вчера мы с ним пообщались, посмотрели некоторые нюансы, когда может рынок упасть на медвежку, почему это еще не медвежка, какие нюансы могут быть, когда будет рост, до каких значений будет рост. Мы тоже проведем стрим прямой с ним и обсудим этот рынок. Вы посмотрите, может вам понравятся разные идеи, конечно же. Ну, если вам не понравится, можете посмотреть слез Сатоши. Вот, сразу вам скажу. Можете посмотреть слез Сатоши, и там, конечно же, информации ого-го. Итак, ну что у нас? CryptoBubbles показывает то, что у нас огромнейший пузырь. Эфир плюс 2%, биток 3, XRP 7, Solana 8, ADA 6. BNB 1.5. Ну, в принципе, так себе. Можно сказать, что коррекция вроде бы как уже свершилась, падение остановилось и ракета перезаправляется. На дневке мы видим то, что у нас все пузырики зазеленели. Причина тому, конечно же, падающая доминация. Доминация буквально снизилась на 0,5%. Каспа 14%. Сегодня мы посмотрим Каспу. Вы просили посмотреть Каспу. Посмотрим Каспу и все, что относится к Каспе и Касте. Итак, по поводу доминации. Давайте-ка мы посмотрим доминацию. Доминация у нас буквально вот, ну, шлепнулась тут на 0,5% за сутки, можно сказать, на 0.63, и уже есть реакция на альткоины. Но это совсем не то. Это не альтсезон, который мы с вами хотели бы увидеть. Вот у нас индикатор альтсезона, и он показывает биткоин сезон. Показывает то, что у нас был альтсезон в декабре, показывает то, что он был в январе 2024 года и в марте, и вот у нас сентябрь 2022 года. Также у нас есть глобальный индикатор альтсезона, и он просто идет, все, нету здесь никакого альтсезона, нету. Мы, конечно же, находимся и не в биткоин-сезоне. Биткоин-сезон был у нас буквально, вот смотрим, июль 23 года, август, в 23 году мы здесь были в биткоин-сезоне. Но сейчас у нас где-то так по центре. Но и не альт-сезон. Также у нас здесь видно то, что монетка Leo, Bybit, FTN, BGB, GTOM. Все, в принципе, такие основные активы, которые выросли у нас. Ну, в принципе, все. Это у нас не альт-сезон, и я думаю, что мы до него, конечно же, доживем. Также биткоин-доминация у нас шлепнулась, но на дневке мы видим то, что
ну, просто боковик. Просто боковик. По временному интервалу идет уже поджим. 18 марта. Это как раз у нас совпадает примерно с заседанием ФРС. И они будут делать какие-то там, наверное, уже движения по поводу ставки. Посмотрим, может она начнет падать. И здесь я думаю, что уже будет, наверное, все-таки снижение доминации биткоина. Также, если мы посмотрим, что мы здесь можем посмотреть на стохастике. Падение, сила уже у нас падает. Вот на дневке у нас есть здесь вот такое вот падение. Дальше, что касательно данной метрики. Ну, здесь у нас по поводу данной метрики еще рано говорить, потому как красная скользяшка зашла за зеленую. Красная скользяшечка за зеленой, и это бычье настроение. Вот когда у нас красная за зеленой, здесь у нас бычье настроение. Может, еще будет импульс вверх. Один из подписчиков говорил, то, что он ждет доминацию биткоина где-то в диапазоне 70%. Не знаю, дадут ли 70%, но я думаю, что даже если и будут куда-то давать, то это 66% снять вот этот вот вверх. Тоже может быть такой вариант. Не будем это исключать. Что у нас по капитализации? 2 триллиона 750. Ну, в принципе, так себе. На рынке все равно присутствует страх. Давайте посмотрим индекс страха жадности. На рынке у нас присутствует страх. Так, 46. 46. Уже двигаемся. Уже скоро будет альт-сезон. Страх, 4 дня страх. Чтобы еще было хотя бы чрезвычайного страха, вот так вот дней 3-4. О, это было вообще шикарно. У нас здесь было 5 дней, тут 3 дня, тут 2 дня. Ну и чтобы еще так 3-4 дня. Смотрите, как интересно получается. 2 дня, 3 дня, 4 дня. Вот. Здесь у нас 5 дней, 3 дня, 2 дня. Идет уменьшение. А страха именно уже идет увеличение. Может быть такое, что завтра у нас будет чрезвычайный страх, подвезут какие-то очередные скам-новости на рынок. И в принципе что? Отметочка 46. По метрике Stock-to-Flow мы видим то, что у нас коррекция вроде бы как завершилась. Аналогичная ситуация у нас была и в 2021 году, и в 2017 году, и вот буквально даже в 2013 году у нас тоже были коррекции. Вот. И по поводу битка. С Дофой мы, конечно же, обсудили вчера. Так, ну, легенько мы с ним пообщались. Там тестовый у нас был созвон в Телеграме. Мы стрим не проводили, не сохранили видео. Можно было бы, конечно же, и сохранить это все дело для истории. Итак, на 15 минутке видно то, что у нас здесь вроде бы как разворачивает. Все это дело вроде бы как разворачивает. С Дофой мы пообсуждали, и мы выявили некоторые, конечно же, здесь уровни, от которых можно будет думать, что уже, конечно, пошла медвежка. Дофа говорит то, что типа, если мы шлепнемся в диапазон 51 бакс по биткоину, это будет полный крах и 100% медвежка. 100% будет у нас медвежка. В принципе, вот так вот. Я, в принципе, высказываю то мнение, что если, конечно же, у нас коррекция будет в диапазон 73-74 тысячи долларов, это будет нормально. Это будет нормально. Мы, в принципе, можем ликвиднуть еще большое количество лонгистов, которые сейчас налипают, и снести вот здесь вот стопы. А они, по всей видимости, здесь вот попрятались. Здесь, смотрите, не проторгованная зона. У нас здесь постоянно повышающиеся такие вот максимумы лоев. И здесь есть стопы. Мы их можем, конечно же, наверное, посмотреть на тепловой карте. Давайте мы посмотрим тепловую карту. Давайте-ка мы посмотрим тепловую карту. И что нам тут по тепловой карте покажет. 24 часа нам не нужно. Возьмем 3 месяца, допустим. Даже мало 3 месяца. Нам нужно взять 6 месяцев. 6 месяцев, и мы посмотрим, что у нас здесь по тепловой карте. А здесь у нас вот эта вот тепловая карта. Но зона не очень такие горячая. Давайте-ка мы посмотрим вторую модель, посмотрим, что у нас по второй модели. Вот, 6 месяцев. 6 месяцев. И да, такие есть здесь интересная горячая зона.
в диапазоне 72 тысячи долларов. Вот мы видим эту зону. Следующая зона у нас идет 62 тысячи долларов, но это уже будет слишком низко. И дело в том, что мы можем, в принципе, довольно-таки неплохо еще сюда скорректироваться, и это будет в пределах нормы коррекции. Притом у нас здесь сейчас формирует уже небольшой рост, все верят в рост, и если посмотреть с самого пика, то у нас здесь будет примерно 32% коррекции. 32% коррекции. Что у нас было летом по коррекции? Давайте-ка мы посмотрим летом. 32% коррекции, возьмем самый максимум, и у нас здесь вот было 33,5% коррекции. Вроде бы, казалось бы, и коррекция большая, но это будет в пределах нормы для погружения на медвежку. Но если мы пробьем 33,5% коррекции, то мы уйдем в зону отмены бычки, и это будет зона отмены как раз у нас в диапазоне 66 тысяч долларов. Смотрите, 39 тысяч, ой, блин, что я несу, 37% коррекции, 68. Если мы посмотрим 72 тысячи долларов, это у нас будет 34,5% коррекции. Зона отмены, это у нас как раз, ну, грубо говоря, 71 тысяча долларов. Может, это будет закол, но я думаю, что вот 66 это будет зона отмены бычьего сценария. Также мы можем протестить верхнюю часть, это март 2024 года по биткоину, вот мы ее протестим. И это будет в пределах нормы. Но если мы шлепнемся, допустим, вот сюда вот, это у нас цены ноября 2024 года, откуда началась манипуляция, то в принципе, это уже будет погружение, по всей видимости, на медвежку. И если мы посмотрим по FIBO, то у нас здесь получается только 0,5 уровень, также 618. Смотрите, 618 уровень, это золотое сечение по Fibonacci, мы можем его, в принципе, прийти оттестить. Еще есть вероятность падения по биткоину. Но может быть такое, что с текущих уже даже его и развернули. Если мы пойдем на вот этот вот 786 уровень, то это уже в принципе все. Это будет все. Полностью поглощенный весь вот этот вот восходящий тренд у нас будет. И можно сказать, что идем на медвежку. Почему так? Почему так? Мы проведем в воскресенье с Дофой стрим. Там, в принципе, Дофа применяет некие интересные анализы рынка. У него тоже есть свои анализы. Там виллы шифа, короче, виллы есть там. Что я... Не, короче, секреты я не буду никакие рассказывать. Короче, в воскресенье будем проводить стрим. И там, в принципе, все подробно мы расскажем. Сценарии я вам рассказал. То, что где будет разворот и где, конечно, отмена бычки. Вот что. Ну, а дальше будем смотреть. Я, конечно же, не хочу увидеть медвежку, потому как медвежку я пережил. 22 год, 21 год погружения на медвежку, 22, 23 год. И, ну, не хочется с текущих увидеть медвежку. Это будет просто крах. Мы просто потеряем капитал на этом рынке. Ничего не заработаем. Несмотря на то, что были какие-то фиксации. У меня тоже были фиксации в портфеле. Но на альткоинах, сейчас большинство людей в альткоинах сидит. Мы просто потеряем деньги, сразу вам скажу. Деньги как деньги, но мы еще и потеряем время. Потому как 10 лет в рынке, и ну, это просто трэш будет. По поводу биткоина, на недельке мы видим то, что стохастик хорошо разгрузился. RSI тоже разгрузился. Видим то, что его удержали в диапазоне 40%. Тоже неплохо. Что у нас по MACD? Давайте еще кинем MACD, посмотрим MACD. По MACD у нас, в принципе, тоже разгрузочка здесь состоялась неплохо. Если мы посмотрим прошлый, 21 год, то у нас здесь MACD намного ниже опускался. Здесь у нас, в принципе, еще сохраняется бычья дивергенция. Вот у нас есть сила по MACD. Цена растет, MACD растет, может быть еще одна волна будет по MACD. Если на дневке, то на дневке тоже неплохо все разгружено у нас. Вот так вот. Ну, я думаю, что все нормально. Конечно же, коррекция, я думаю, что уже полностью здесь состоялась. Могут еще немножко потоптать.
помурыжить, а мурыжить не будут, потому как нету еще разворотного движения, за него очень рано говорить. На недельке мы разворотного движения не видим. На дневке вроде бы как будто бы что-то здесь наклевывается. Вроде бы как что-то наклевывается на дневке. На 4-часовике уже так более-менее видно, что идет поджим. Поджим, видно поджим. И могут, конечно же, вот на часе вообще четко видно поджим. Но за это еще очень рано все говорить. Посмотрим, доживем хотя бы до заседания ставки ФРС, а там все у нас будет видно. Я думаю, что вы всю суть поняли, где у нас будет медвежка, где у нас будет, конечно же, бычка. Ну и, конечно, по поводу медвежки. То, что мы будем пробивать каким-то там движением вниз, сильнейшим, за это тоже рано говорить, потому как без отскока дохлой кошки зачастую медвежка не начинается. Я надеюсь, что здесь сформирует отскок дохлой кошки. Итак, по поводу биткоина мы разобрались, посмотрели, CryptoBubbles глянули. Тут нам нужно статистику поправить, подписаться нужно, ребятки. Метрика Stock2Flow нам говорит то, что еще не зона эйфории, а это желтая зона. Биточек мы посмотрели, пока у нас здесь небольшой разворот на часе есть, присутствует. На недельке еще за это очень рано говорить. Нету у нас глобального альт-сезона. И давайте посмотрим Каспу. Каспу мы посмотрим, что у нас по поводу Каспы. Каспа, конечно же, перформит. Каспа у нас перформит, инвесторов здесь нет, биржи нету, у нас здесь есть большая капитализация, 2 миллиарда долларов, чуть-чуть больше. И что у нас по графику? Давайте мы посмотрим график и заглянем в Твиттер. Что у нас в Твиттере здесь творится? Твиттер у нас показывает то, что здесь 246 тысяч читателей. 246 тысяч читателей. Никто больше не читает. Когда-то Слезы Сатоши высказывался то, что Каспа это скам. Ее покупать не нужно. Большинство людей, конечно же, его послушали и не прикупили. Но есть люди, которые на ней заработали более чем 100 иксов. Я видел эти комментарии, они писали то, что они заработали больше, чем 100 иксов. Каспа, конечно же, сильно скорректировалась, и это не очень хорошо. У нас здесь не полный график. Чтобы посмотреть Каспу, допустим, на Полониксе. Давайте на Полониксе. У нас здесь Каспа 2.05. 2.05, на Полониксе нет. Мы можем посмотреть ее еще на Мексе посмотреть. Вот здесь у нас полностью график. Вот. И в принципе что? Коррекция у нас здесь сильная. Здесь вот когда-то вверху я снимал видео, говорил, что Каспа сильно перегретая. Не нужно ее покупать. Потому как инструмент показал колоссальнейшие иксы. Ну, люди, наверное, купили растущий инструмент. Сейчас могут быть в просадке. Здесь смотрите, у нас иксы большие. 7000% роста. Это 70 иксов. Если взять с донышка, то там намного больше. Человек заработал здесь, не 100 иксов, он там писал что-то вроде бы иксов 20 заработал на данном инструменте, и все. Видно то, что здесь у нас раздача идет. Вот здесь, в этом вот блоке у нас идет раздача. И может быть такое, что по Каспе бычка уже здесь состоялась полностью. Может быть такое, что здесь они сформируют вот такой вот отскок дохлой кошки на октябрь 2025 года, и можно будет это все дело шартануть. Это, конечно же, не финансовый совет, но может быть такой вот график отрисует, как у нас рисовали Litecoin в прошлом цикле в 2021 году. Тогда тоже весной показал хай Litecoin и осенью ушел на отскок дохлой кошки. Что делать тем ребятам, которые здесь покупали наверху? Я ничего не могу вам сказать. Нужно просто удерживать позицию. Если есть возможность, усреднить. Но покупать ее с текущих, чтобы поймать какие-то огромные иксы, это, конечно же, глупо. Тут нужно ожидать. Тут нужно разве что ожидать следующей бычки. И этот инструмент нужно брать на будущее. Потому как он может показать такой тренд, как показал, например, Litecoin. По поводу коррекции, здесь уже большая коррекция, здесь более чем 50%. Здесь у нас коррекция 72%. И это, в принципе, нормально. Может быть такое, что здесь будет еще одна волна роста.
с перебитием хая. Может быть такое. Но это, если же будет эта волна роста, то только, наверное, ближе к осени. Потому как мы видим то, что у нас было тоже здесь коррекция. И здесь тоже была не маленькая коррекция. Мы видим то, что здесь была коррекция 80%. И на все это дело ушло у нас, смотрите, 84 дня. И если посмотреть поточнее, с коррекцией и перебитием хая у нас все ушло 133 дня. 133 дня. Здесь мы уже топчемся 224 дня. То, в принципе, здесь может быть такое, что только через 400 дней мы можем уйти на перехай. Не ранее, я думаю. Быстрый такой вот, откуп у нас и зеленая свеча. Ну, разве что, как было вот здесь вот 2 недельки и вылетели. Может быть и такое здесь произойдет. Все зависит от доминации биткоина. Доминация биткоина что-то у нас затормаживается, роста, конечно же, особо дальнейшего нету никакого. Что у нас по поводу дальнейших целей? Если мы, допустим, вот поставили хай, дно, то у нас еще может быть такое, что цель будет еще одна бычья, это 618, вот у нас уровень. 30 центов где-то вот так вот может затолкает. Но здесь уже, просто колоссальнейшие иксы. Также видно, Каспу здесь максимально откупали буквально на протяжении 23 года. Сейчас вот здесь уже раздают ее. Дальше есть еще одна монетка, называется Каста. Это у нас, в принципе, зеркальное отражение Каспы. Капитализация 10 миллионов долларов. Крупные блогеры иностранные, такие как там Карл Жимон, засадили, по всей видимости, большое количество людей сюда. Инвестиций здесь нет, вестинга нету. Давайте посмотрим Твиттер, что у нас творится в Твиттере. В Твиттере у нас здесь 162 тысячи читателей. Тоже Твиттер не маленький. Слез Сатоши тут не читает. Нет. Ну и по поводу данного инструмента. Настроение медвежье, а тут у нас настроение, тоже медвежье. Так, каста. Каста. График тут даже страшно открывать график. Торгуется она на криптокоме. Свапнуть можно ее на Каспе, на Софипале, на ТВТ, бирже. Так. Торгуется она на Байбите, Гейте. А Криптоком тоже, походу. Что я несу? Я уже просто не выспался. Всю ночь не спал. Этот актив у нас похожий на CRO-шку монетку, ТВТ-шку и SafePal. А торгуется она, в принципе, у нас на Байбите, на Гейте. Вот так вот. Извиняюсь, я просто вообще не выспался, глаза слипаются, нужно ложиться спать. Но я сейчас, наверное, долбану кофе и поеду на море. Итак, давайте посмотрим график. 7 часов утра. 30-минутка. Давайте мы посмотрим график. Вот такой вот у нас график. Похож на скам какой-то. Откроем, допустим, 15-минутку. Ликвидности вообще нету по данному инструменту. 10 миллионов капитализация. Такой вот у нас идет распил, похожий на какой-то скам. Некоторые люди, по всей видимости, еще покупают данный инструмент. Мы его когда-то рассматривали. Данный инструмент. Это было очень-очень давно. Июнь 23 года. Давайте обновим все. И здесь у нас вот такой вот график, смотрите. Падение вроде бы как остановилось. Люди, я смотрел, покупали данный инструмент, где-то примерно это было у нас февраль 22 года, вот так вот, 23 год, вот здесь вот. И данный инструмент укатался еще очень сильно. И он здесь укатался на 94%. Если ты где-то здесь прикупил бы на 1000 долларов, у тебя здесь примерно, было бы долларов 40-30 вот на днище. Вот такой вот у нас скамовский график. Укатали это все знатно. Здесь у нас видно то, что на RSI была такая вот медвежья дивергенция. Даже это не медвежья дивергенция. У нас здесь все-таки сила есть, присутствует. И здесь у нас повышающиеся максимумы идут. Может быть такое, что каста у нас днище нащупала.
И здесь будет манипуляция. Может быть такое. Это, конечно же, не финансовый совет, потому как это может быть скам. Самый натуральный скам. И смотрите сами, если вы будете покупать его. Но у меня его нет. Ни Каспы, ни Касты я не покупал. Правда, их рассматривал когда-то. По объемам видно, что максимальные здесь вот объемы провернули на самом днище. Смотрите. Так, нужно бахнуть воды. Объемы у нас тут по самому низу идут. Ну и в принципе укатался он знатно. И рост показывал этот инструмент. Небольшой рост. Рост здесь был небольшой. Буквально 180%. А здесь у нас 277%. Но фишка в том, что он стоит на одном том самом уровне. Вот мы стояли в 23 году, стояли в 24 году. Сейчас здесь могут аналогичную ситуацию, продолжительный период времени рисовать. Тут быстрый рост навряд ли будет. И может быть такое, что даже обновим лой. Только потом будет импульс роста. Где-то под конец года. Объемы 50 миллионов, 81. Да, здесь получается на самом днище самые максимальные объемы. 1 миллион. Тысячи. Здесь на самом днище максимальные объемы получаются, друзья. Кто-то все-таки может этот инструмент откупает, в дальнейшем сделает манипуляцию, exit pump и опять засадит людей. Здесь у нас получается на самом днище максимальные объемы. Вот. Начиная буквально с вот этих вот значений, ноября 2022 года, мы видим уже здесь идут миллионы. Вот 10 миллионов, 4, 7, 2, 52, 50, 81 миллион. В принципе, вот так вот. Есть еще один инструмент, вот такой вот Каспа. Еще чуть-чуть другой какой-то инструмент. Я начал набирать в поисковике, выбило 3 инструмента. Здесь просто на Uniswap. Но это обычный банальный, по всей видимости, скам. Капитализации здесь у нас нету. Цена, давайте посмотрим график. Что нам график открывает? Ну, здесь даже у нас есть и Twitter. Мы можем еще посмотреть Twitter. В Твиттере у нас 246 тысяч читателей. Перебрасывает нас на Каспу. Я не знаю, в принципе, что это такое. Но... Так, открыла у нас, в принципе, обзор рынка. По TradingView индексы нам не нужны. Давайте-ка мы хотя бы вот здесь вот на дневке открываем. Тут даже график не открывается. Да, ну в принципе вот так вот. Все это дело. Тоже, ну такое это вроде бы как какой-то скам. Тоже будьте очень внимательны. Свапнуть его можно на Uniswap и все. В принципе вот так вот. Что у нас по DXY? Давайте-ка мы посмотрим DXY. На данный момент идет распил. Идет распил, и мы можем на часе, в принципе, здесь увидеть... Мы можем увидеть здесь уже формирование медвежьего флага. Это очень хорошо. DXY. Вот у нас знатно начал падать с 28 февраля. И тут у нас... формируется такой вот медвежий флаг, по всей видимости. Будем за этим пристально наблюдать. На дневке DXY у нас выглядит вот так вот. Падение остановилось, и в принципе здесь я вот предполагал, что будет в этом блоке распил. Это блок поддержки, он берет свое начало еще с момента, еще очень далеко. Вот буквально с октября 2024 года, и здесь могут распил сделать на протяжении нескольких недель. Вообще было бы шикарно бы увидеть продолжение падения DXY, ну где-то так диапазон 97 пунктов. Все равно выглядит неплохо. Было у нас сильнейшее падение, приостановили, и может быть такое, что дальше будет еще падение. Ну вот как смотрим буквально июль 2024 года. Падение, приостановили, дальше тоже идет падение. В принципе, вот так вот. В принципе, друзья, вот так вот. Завтра проведем стрим. Я думаю, что все будет четко у нас. Ну, обсудим рынок, посмотрим там всякие разные... Так, кто-то мне тут пишет по поводу рекламы. Партнерки. Ну, это с камеры разные пишут. Так не хочется с ними иметь дело.
Да не хочу я никакие партнерки. Зачем оно мне нужно? С камерой. Так, ну в принципе что? Завтра мы стримчанский вечером проведем, посмотрим. Рынок вроде бы как остановили падение, набирает ракета обороты, дай бог, но на это все у нас придет, ну, уйдет не один, конечно же, день, вот что. И биткоин доминация. На дневке мы уже должны падать, а нас, конечно же, обманывает. Нас обманывает, но я думаю, что придет момент и здесь начнет падать доминация. В принципе, вот так вот. Я думаю, что данная информация вам понравилась, будет полезная. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Потому как 50% моих зрителей смотрят канал без подписки. А нам нужно исправить эту ситуацию, друзья. Все у нас будет хорошо. Я думаю, что мы эту уже коррекцию пережили максимальную. Конечно же, она была очень глубокая, это не очень хорошо, хотелось бы уже, и даже по временному интервалу длительное время, конечно, затянули. Хотелось бы увидеть бы рост с января или хотя бы с февраля, но нам его не дают. Я думаю, что это специально делают, искусственно. Но еще не все потеряно, у нас временные интервалы еще не все сломлены, и, конечно же, дальше будет рост. Ну, если его не будет, то нужно ожидать хотя бы цену битка ниже, чем 70 тысяч долларов, то тогда, конечно, рост будет отменяться. Будем рассматривать, как уже покинуть тогда рынок на отскоке или просто с текущих покидать рынок. А сейчас нужно, я думаю, что нужно еще сидеть и все. Кто заходит в рынок, идеальные точки входа для альткоинов, при том уже коррекция состоялась. Биток с текущих покупать, там если будет и какой-то зазор роста, ну процентов 50 пускай там может вырастет биток, может на 100%. Альта еще может что-то показать, может что-то эфириум покажет. Будем ожидать. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.